Первую нейронную сеть создал... Нет, не он, и даже не он. Ее запустила сама природа. Эволюция настраивала связи миллионы лет, случайные мутации, естественный отбор, строгий тестировщик. Результат – живой компьютер у вас на плечах. Люди вскрывают череп, ищут душу, сознание, находят борозды и извилины. Никакой магии, сплошная материя. Как? Каким образом комок жира пишет рэп, изобретает феминизм и даже приклеивает банан к стене? Люди не сдаются, нейробиологи тыкают электродами в серую массу, допрашивают нейроны, получают неразборчивые искры. Миллиарды нейронов против горстки ученых. Пока идет битва, другие белохалатные решают бросить вызов богам, переиграть и уничтожить природу. Их оружие, математика и микросхемы. Они строят Франкенштейна, искусственный разум из кремния и кода. Вот они, слева направо. Алан Тьюринг, английский шифровальщик, взломщик нацистской энигмы, Норберт Винер, еврейский отец кибернетики, Клод Шеннон, отец теории информации, той самой теории. 3 пионера, 3 столпа искусственного мозга. Осень 1950-го. На фоне падающей листвы трещит печатная машинка, замолкает последний отзвук клавиш. Готово. Выходит статья «Вычислительная техника и интеллект». В ней простой вопрос: может ли машина мыслить? И тест на фальшивость. Перед вами 2 закрытые комнаты. В одной робот, в другой человек. Робот имитирует человека, а человек сам себя. Вы общаетесь через записки. Задача – отличить бездушную железку от бездушного человека. Какие вопросы вы зададите? Сколько световых лет до Альфа Центавры? Или какое любимое мороженое Байдена? В 1950-х у машин не хватало ума пройти экзамен. Современные нейронки щелкают его как орешки. Весной 2025-го чат ГПТ одурачил 73% комиссии. Хотя людей несложно обвести вокруг пальца. Новость. Пара гениев из Малайзии 3 часа ехала на вымышленный курорт. Нейронка создала фейковое видео, а кожаные повелись. 70-летний дед влюбился в ИИ-персонажа. Старый ушел из семьи к чат-боту, по дороге упал и умер. Тут и Skynet не нужен. Судья в США решал дела с помощью ИИ, ссылаясь на выдуманные законы. То ли люди тупеют, то ли машины умнеют. Пока Тьюринг сочиняет симфонии из нулей и единиц, на другом берегу Атлантики Норберт Винер настраивает свой оркестр. Норберт Винер – крестный отец кибернетики. Кибернетика – что за птица? Проще говоря, теория управления. Смотрите, муравейник. Муравьи общаются феромонами. По запаху отличают друга от вражины. На феромоновых союзах строится муравьиное общество. Мозг – тот же муравейник, только вместо муравьев – нейроны, а вместо феромонов – дофамин, серотонин и прочие разрешенные вещества. Химическая связь сплачивает их в единую сеть. Что объединяет клетки, насекомые, страны? Обратная связь, говорит нам товарищ Винер. Именно она – основа всего управления. По этой связи обмениваются информацией. Она – клей мироздания. Математик Винер не исключал бунта машин. Еще в 1948 году он предупреждал: первая промышленная революция обесценила человеческие руки, современная обесценит человеческий мозг. Твой интеллект еще имеет цену? 1937 год. Клод Шеннон пишет одну из самых важных диссертаций века с поэтичным названием «Символьный анализ релейных и коммутационных схем». Как мыслит машина, а человек? Вот сигналы идут к нейрону, он их суммирует и бац, отправляет дальше. Вспышка, рождение мысли. Но есть и тормозные нейроны, значит, должно быть и вычитание. Попахивает математикой. Как научить машину арифметике, задается вопросом Клод Шеннон, и отвечает на него с помощью реле. Реле — это как автоматическая дверь. Подали напряжение, дверь открыта, ток течет. Нет напряжения, дверь закрыта, тока нет. Есть и обратное реле, где все наоборот. В релейных компьютерах тысячи таких дверей открываются и закрываются с безумной скоростью.
рождая те самые нули и единицы. Собери эти двери особым образом и получишь логические элементы «и» или «не». Из этих трех деталек можно построить любой алгоритм, любую мысль. Какое дело арифметика имеет до мышления, а самое прямое, реле, оперирует током, нейроны вашего мозга тоже оперируют импульсами. Дыхание, моргание, служение родине – все это результат сложения и вычитания электрических сигналов. Разница лишь в том, что реле мертвые, им не нужны кислород, глюкоза и гречка, они и так спокойно складывают. Мертвецы не знают усталости, главное, чтобы свет не отключали. Мы не видим на экране никаких импульсов, мы видим картинки, видео, текст. Электричество превращается в цифры, цифры в информацию. Железо мерят в килограммах, нефть в баррелях, Шеннон предлагает биты для взвешивания информации. Бит как монетка с двумя решками. С одной стороны нолик, с другой единица. Буква А стоит целых 8 монеток. Вот так выглядит стих Пушкина. Романтично, не правда ли? Тьюринг набросал контуры, Шеннон смешал краски, Винер дирижировал. И на холсте медленно проступает портрет монстра. Но кто осмелится назвать его имя? Жаркое лето 1956-го. Дармутский колледж. Молодой и дерзкий Джон Маккарти собирает великих разумистов, математиков, информатиков, шахматистов. Люди учатся на ошибках, накапливают опыт, действуют интуитивно. Вот ключ к настоящему разуму. Отчеловечим тупые машины, сделаем их имитацией нас. Кибернетика – все. Искусственный интеллект – вот наша цель. С этой секунды термин ИИ как вирус начинает заражать умы всей планеты. Лаборатории по всему миру забурлили, варятся искусственные мозги. Но каков рецепт цифрового блюда? Ответ нашли в пыльных чертежах 1943 года. Там нейрофизиолог Орен Маккаллок и логик Уолтер Питц совершили невероятное, описали душу нейрона с сухой математикой. Как работает нейрон? Проще некуда. Он либо молчит, либо стреляет. Все или ничего. Своими отростками он ловит химические шарики, нейромедиаторы. Одни как газ, ацетилхолин зажигает нейрон, другие как тормоз, глицин гасит. Теперь представьте, один нейрон связан с тысячами других. Среди его контактов и адекваты, и тормознутые. Идет вечная схватка, газ против тормоза. Победитель только один. Звучит знакомо? Так это же реле. Напряжение есть, реле щелкает, 1. Нет напряжения, молчит, 0. Все или ничего. Реле знают законы нейронов. Маккаллок и Питц доказывают, нейроны – виртуозы булевой алгебры. Они владеют 3 китами логики. Умножение – и, сигнал пришел от первого и второго нейрона, загораемся, 1 умножить на 1 равно 1. Сложение – или, сигнал пришел от первого или второго, огонь, 1 плюс 1 равно 1. Инверсия – не, сигнал пришел, тогда я молчу, не пришел, стреляю, полная противоположность. Берем эти кирпичики и лепим что угодно. Например, прилепили «и» к «не», получили «и не». Царица логики. Из нее одной можно собрать любой алгоритм. А где же деление, спросите вы? Если нейрон поделить на 0, вселенная схлопнется. Так, 2 гения скрепили биологию с логикой. Они доказали, сеть из нейронов может решить любую вычислимую задачу. Теория была готова, осталось воплотить ее в железо. И этот человек нашелся, психолог, бунтарь Фрэнк Розенблат. Он читает чертежи и собирает первого в мире искусственного зверя. И имя ему Перцептрон. Никаких смазливых программ, только брутальное железо и провода. Принцип украден у сетчатки. Как работает сетчатка? Как экспресс-скульптор. Вдавил предмет, получил отпечаток. Только вместо предмета свет, вместо отпечатка вспыхивают рецепторы. Сетчатка – это уже готовая трехслойная нейросеть. Низший слой – датчики, ловит простейшие пятна, круги. Высший слой – босс, собирает круги в линии, формы. Ее двигатель – контраст, резкая грань между светом и тенью. Нет контраста – нет восприятия. На практике это выглядит так.
Испытуемый глядит на картинку, глаза цепляются за переходы яркости. Где переход, там контур. Из контуров мозг сплетает форму объектов. А если ослепить всю сетчатку вспышкой, что будет? Ничего, рецепторы гасят друг друга, как в 3D-скульптуре. Выдвигаешь все стержни и любуешься ничем. Все познается в контрастности, вроде так говорил Ницше. Возвращаемся к нашему монстру. Перцептрон в переводе «восприятие». Железная сетчатка Розенблата, та же трехслойность, та же иерархия. Суть такова: черно-белую картинку разбиваем на пиксели. Светлый пиксель, нейрон-сенсор кричит «есть сигнал», темный молчит. Нейроны босса наверху сводят все крики в единую картину. В 58-м из этого хлама собирают Марк-1. Взгляните на эту бандурину. На журнальный столик не поставишь. 500 нейронов в одном слое. Этот шкаф видит, различает буквы, узнает фигуры, точность от 90 до 100%. Человечество ликует, монстр прозрел. Одни газеты сходят с ума, другие боятся. Кажется, еще чуть-чуть, он встанет с колен и будет покорно служить своим творцам. А потом появляется он. Марвин Мински врывается с ноги в научное сообщество. Перцептрон — иллюзия победы. Совершена ошибка. Его главный аргумент — всего 3 буквы — XOR. И этого хватило, чтобы отправить перцептрон на свалку. Что это за шифр? Представим, вы охранник в клубе «Скала». Ваше правило: обычный пропуск — проходи, VIP-пропуск тем более проходи, 2 пропуска сразу — стоп, вход закрыт. Вас увольняют и нанимает перцептрон, и он не справляется. Почему? Операция И пропустит и обычный, и VIP. Нарушение, уволен. Операция или обычный, или VIP. Без разницы, проход открыт, снова мимо. И как решить столь простую задачку? Ответ — операция, исключающая или, XOR. Или обычный, или VIP, но не оба сразу. Вот и решение. Вся соль в нелинейности. Архитектура перцептрона — один прямой коридор, одна линейная функция. Входы напрямую ведут к выходам. 3 слоя, а работают как один вычислительный этаж. Никаких тебе тайных комнат, никаких скрытых слоев. Один слой — одна прямая линия. Прямой не оградить зеленые крестики от красных. Нужна кривая, а лучше целая комбинация линий. Сетчатка глаза круче перцептрона. Между ее входом и выходом прячутся горизонтальные и амакриновые клетки. Подпольные слои дают дополнительные линии. Благодаря им мы видим движения, формы, кривые лица. Весь мир нелинеен. Нелинейная скорость самолета, курс биткоина, цена на хлеб. Линейная функция подобна ровной дороге. Нелинейная — это водная горка с виражами, подъемами и застрявшими людьми. Одним словом, бардак. И чтобы в нем разобраться, нужны нелинейные мозги. Вернемся в наш клуб. Как же мозг решает задачку? Он нанимает не одного охранника, а целую бригаду. Один нейрон кричит «VIP-пропуск есть?», второй орет «обычный есть?», третий бурчит «если оба есть, никого не пускаем». Их общий крик и есть решение XOR. XOR — это конструктор Лего. Простые кирпичики или не собираются в сложные схемы. Прямые линии изгибаются. Перцептрону не хватает прораба, скрытого слоя, чтобы организовать эту стройку. И это его главный архитектурный просчет. Зима близко. Нет, она уже здесь. Ликование прерывается. Летняя конференция Маккарти сменяется зимней стужей. Замораживаются лаборатории, трескаются, как лед надежды. И все из-за 3 роковых букв XOR. С 60-х по 80-е холодная эпоха экспертных систем. Конъюнкционизм пал, да здравствует символизм. На Рождество 56-го Алан Ньюэлл и Герберт Саймон сотворяют мыслящую машину, их дитя — теоретик логики, прародитель всех экспертных систем. Внутри не цифры, внутри символы, царство операторов «если», «то». К примеру, Анита красива как Вика, а Вика как Света. Значит, Анита и Света одинаково красивы. Логично? Еще как.
Главный жрец символьного культа Эдвард Фейгенбаум. Его цифровые творения, Дендрал угадывает структуру молекул, Муцин ставит медицинские диагнозы, Проспектор ищет полезные ископаемые. Искусственные эксперты запланили все сферы. Ученые стали допрашивать живых экспертов, чтобы вытянуть их опыт и загрузить в железные черепа. «Знание – сила» – девиз Фейгенбаума. Откормить машины знаниями, они станут непогрешимыми богами. Но в игру вступает господин Вероятность и госпожа Причинность. Непредсказуемые натуры рушат грандиозные планы. Миром правит случайность. Железная логика разбивается о хаотичную реальность. Владеть миллионом фактов все равно, что смотреть на горстку пазлов. Видны все элементы, однако ни черта не понятно. Картина возникает, когда пазлы скрепляются причинно-следственными связями. Данные — это сырые ингредиенты, причинность — готовое блюдо. Как мозг ищет причины. Он работает как байесская сеть. Кто такой байес? Священник и математик в одном лице. Перед уходом в небытие он пишет фундаментальный труд. Публикует его другой поп-математик Ричард Прайс. Так рождается теорема Байеса. Да, раньше попы не только оболванивали народ. Суть теоремы проста, каждое новое наблюдение обновляет уверенность в гипотезе. Прямо как у Шерлока Холмса. Труп, пистолет в руке, версия самоубийства. Но вот новая деталь. Пистолет в левой руке, а жмурик правша. Самоубийство отменяется, новая гипотеза. Мозг тоже своего рода детектив. В него льется поток данных от органов чувств. Это низший слой. Глаза видят, уши слышат, информация доходит до начальника, высшего слоя. Мозг монтирует отрывки в единый фильм, и все это режиссируется на ходу. Шелест в кустах, скорее всего, ветер, думает мозг. Доносится рычание. Верхние слои посылают сигналы нижним, тело заливается адреналином, чувства обостряются, мозг кричит «Тигр!» и ноги сами несутся прочь. Все это за доли секунды. Гипотеза «ветер» сменилась на гипотезу «тигр». Низший уровень говорит о следствиях, шелест, рычание. Высший уровень строит гипотезы о причинах – ветер или тигр. Новые данные – новая причина. Зачем все это? Чтобы в следующий раз быть готовым к тигру в кустах. Задача мозга не удивляться. Если предсказание не сбылось, тратится уйма энергии. Цель мозга – минимизировать ошибку предсказания. А экспертные системы так не могут. Меняющуюся реальность не описать строгими правилами. Все равно, что пытаться передать движение с помощью одной фотографии. Без толку. Нужен непрерывный поток. А тут новое знание, иди перепрограммируй всю систему. Они не умеют учиться самостоятельно. Количество не переходит в качество. Экспертные системы слепы к причинам. Символизм завел в тупик. Что-то мы упускаем. Персептрон, старый добрый персептрон. Он же не просто видит границы, он их запоминает. Но как железной сетчатке это удается? Все по правилу нейробиолога Дональда Хебба. Нейроны вспыхивают вместе, связываются вместе, вспыхивают врозь, связи слабеют. Прямо как у людей, чаще общаешься, дружба крепчает, перестал, контакт угас. В персептроне веса настраивают вручную, в мозге все автоматически. Регулярный обмен импульсами расширяет синапс, больше площадь, прочнее связь. Кратковременные сигналы быстро гаснут, но самые важные оставляют физический след. И вот уже Homo Gadgetus помнит не 15 секунд, а целый час. Это Клайв Оранг, британский пианист. У него амнезия. Его мозг не переносит кратковременную память в долговременную. Он помнит лишь последние пару секунд, а дальше пустота. Каждая новая встреча с женой для него как первая. Каждая вызывает детскую радость. Милота и жалость в одном флаконе. Запомнить полдела, вспомнить – вот задача. Как человек вспоминает. Импульсы бегут по нейронам, протаптывая дорожки. Чем чаще, тем шире тропа. Схожие стимулы находят схожие пути. Вы слышите Я так хочу, и мозг тут же подпевает. чтобы лето не кончалось. Почему? Сигнал идет по проторенной тропе. Следовать готовому пути дешевле, чем прокладывать новый.
Воспоминание — это минимизация энергии. Так работает сеть Хопфилда. На входе искаженное изображение, сигналы бегут по ассоциативным путям, картинка достраивается. Каждая такая ассоциация — минимум энергии, воспоминания экономит ресурсы. Хорошо, добавляем перцептрону слоев, решаем нелинейность. Запоминать он умеет, вспоминать тоже, но как все автоматизировать? Как заставить его учиться самостоятельно, как мозг? Художник мажет холст, не выходит, дофамин не выделяется, пробует иначе. О да, шедевр, за ним еще один, воодушевление, дофаминовый всплеск. Но картины не продаются, восторг гаснет, талант увядает на заводе. Дофаминовая система постоянно сравнивает ожидаемую награду с реальной наградой. Связи привели к успеху – усиливаем, не привели – ослабляем. Вот она, автономная настройка весов, без всяких крутилок. Награда – главный стимул к обучению. Кстати, стимул с латыни «палка». Прянику всегда прилагается кнут. Звенит колокольчик, собаку кормит. Дзиньк, снова кормление. Скоро один только звон заставит пса истекать слюной. Все по Павлову. Обучение — это создание временных связей. Без подкрепления ассоциации исчезают. 1959. Инженер Артур Сэмюэл потрясает мир. Он создает диковинку — самообучающийся алгоритм. Принцип прост, как квантовая физика. Программа играет в шашки, съест дамку, получает очки, поощрение, потеряет фигуру, лишается очков, наказание, дрессировка по Павлову. Частые комбинации запоминаются, редкие забываются, прямая имитация нейронной памяти. Человек же не зубрит всю книгу, обобщает смысл, запоминает образы. Программа учится также, создает образы от простых к сложным, обобщение экономит память. Но как программа обучается сама, без инженера? Все гениальное просто. У нее две личности. Альфа-новатор, экспериментатор. Он играет против человека, меняя параметры, затем бросает вызов бетте-консерватору, хранителю эталонов. Битва сама с собой. Проиграла альфа, откат проверенной версии. Выиграла, бета смиренно перенимает ее опыт. Знание меняет собственный код программы, информация пишет информацию, инженер не нужен. Но, к сожалению, у алгоритма Сэмюэла конечный рейс. Чтобы обучаться, нужны глубина и мощь. У громадиной IBM 704 смешные 100 килобайт памяти. Даже фотку с выпускного не сохранишь. И главное, алгоритм меняет все веса разом. Точная настройка связей? Нет, не слышали. Нужен прорыв. Технологический прогресс растапливает зиму ИИ. Дешевеет память, мощнеют процессоры. Лед тронулся, господа. На горизонте появляется третий X, Хинтон, с его решением обратное распространение ошибки. Сценарий таков. Даем нейросети новичку случайные веса. Показываем цифру 2. Это тройка, вопят одни связи. Нет, шестерка, спорят другие. Двойка, скромно говорят правые. Вопрос, как наказать лжецов и поощрить правых? Вводим учителя, функцию стоимости. Она сравнивает ответ сети с правильным и выставляет счет. Ошибка 85%. Дорого. Цель — снизить стоимость ошибки до нуля. Представьте, все связи нейросети — это горный ландшафт. Вершины — большие ошибки, долины — малые. Нейросеть — слепая альпинистка, которая хочет спуститься в самую низкую точку. Ее компас — градиентный спуск. Он говорит «горячо» или «холодно». Но вот загвоздка, нижние слои влияют на верхние, все связано. Как в карточном домике, тронешь низ, рухнет вверх. Поэтому идти нужно от обратного, градиент ищет с конца, от последнего слоя к первому. Не зря же назвали обратным распространением. Сверху вниз усиливаются одни связи, ослабевая другие. Нейросеть все точнее повторяет правильный ответ, ведь любая информация — это функция, а нейросеть, подобно пластилину, способна принять форму любой функции. Вообразите, вы высыпаете горсть бисера в шейкер, показываете ему картину «Рождение Венеры», встряхиваете, вываливаете на стол и видите ту же картину, собранную из бисера. Хаос самоорганизовался в информацию.
Ирония судьбы. Идею backpropagation придумал не Хинтон, а Пол Вербис еще в 70-х. Ученые ее проигнорировали. А мозг и вовсе пользуется такой схемой миллионы лет. Эксперимент 2006 года. Мышь бежит по дорожке, в конце останавливается перекусить, бежит обратно. Во время остановок ее гиппокамп прокручивает события, причем в обратном порядке. Мышь съедает сыр, выделяется дофамин, гиппокамп анализирует. Мы получили дофамин, какое действие было перед этим, а что было до него и так до самого начала. Почему задом наперед? Потому что выгодно. Задача: перед вами 100 дверей, правильная лишь одна. Идти от входа к цели, тыкаться наугад. Идти от цели ко входу, точно найти нужную дверь. Так мозг и нейросеть отделяют зерна от плевел, случайные связи от причинно-следственных. В чем сила? Сила в обратном распространении. 2014. Дмитрий Богданов и другие собирают искусственного прорицателя. Они объединили правила Хебба, сеть Хопфилда и метод Хинтона. Алгоритм состоит из кодера и декодера. Кодер видит фразу «специалиста посадили за липовую прописку». Он сканирует «так, посадили». Это юридический контекст. Прописка, но липовая. Ага, поддельный документ. Декодер начинает «The specialist was imprisoned for» и спотыкается. За что? Кодер шепчет «за фейковую регистрацию». Декодер сшивает нити контекста, вывод. The specialist was jailed for a fake registration. Связь причины и следствия установлена. Вся эта махинация всего лишь перемножение векторов. Вектор — это нейроны одного слоя, матрица — связи между ними. Слово — это не просто слово, это координата в многомерном пространстве смыслов. Яблоко рядом с Джобсом — это технологическая координата, рядом с деревом — съедобная. И жонглирует этими координатами. Так работает механизм внимания. Декодер взвешивает слова, глаголы, существительные имеют больший вес, они значимы. Союзы, предлоги можно и опустить, смысл не пострадает. Контекст и внимание – все, что нужно для четкого предсказания. 2017. Алгоритм эволюционирует в трансформера. В нем целый совет из голов внимания. Одна голова хорошо, а 10 лучше. Каждая та же парочка, кодер и декодер, но теперь они работают параллельно. Нейросеть не читает книгу по строчкам, а проглатывает целиком. Одна голова ловит глаголы, другая выстраивает логику, третья отвечает за стиль. Работа кипит. Мозг тоже не промах, он смотрит фильм, слушает мелодию, жует попкорн и думает о вечном. Параллельная обработка – его конек. Контекст важен, но без поиска закономерностей никуда. В основе скелета трансформера старый, знакомый, многослойный перцептрон. Именно он отвечает за ассоциации. Но если в мозге свой трансформер есть, нейроны используют для этого астроциты, многощупальцевых осьминогов. Как это работает? Поступает слово «ирония», загораются ассоциации, сарказм, насмешка, судьба. Астроциты, менеджеры внимания, анализируют контекст, видят рядом Рязанов и доносят нейронам: «Товарищи, скорее всего, судьба!» Подкручивают веса более вероятных сигналов, результат – ирония судьбы, попадание в яблочко, предсказание совпало, обратная связь закрепляет ассоциацию. Нейронно-астроцитарная сеть – вот живой аналог трансформера. Теперь искусственный разум научился самому главному – находить причинно-следственные связи и обновлять свои гипотезы, прямо как его биологический прототип. Разрыв между живым и мертвым стремительно сокращается. У природы сплагиатели памяти, внимания осталось украсть восприятие. Мы уже касались механизма сетчатки, круги выстраиваются в линии, а что дальше? 1959. Институт Уилмера. Нейробиологи Хьюбл и Визель ставят жестокий опыт. Кошка под анестезией, в ее мозг вживлен микроэлектрод, ученые показывают ей световые пятна, нейрон молчит. Меняет линзу и хрыщ! Тишину пронзает шквал импульсов, словно из пулемета. Причина – тень от края стекла, линия. Нейрон не реагировал на пятно, но загорелся на край. Открытие – мозг ищет не точки, а границы. Выстраивается четкая иерархия власти в мозге.
работяги, одни тащатся от вертикали, другие от горизонтали, полиция ловит движуху, линии в движении. Элита, им плевать на ваши границы, им подавай целые образы, лица, животные, пейзажи. Посмотрел на подругу, возбудил элитный нейрон. Все работают параллельно, мы же видим мир цельным, а не набором палочек и кружочков. А вот и свежие данные по настоящей элите, мультимодальным нейронам. Нейрон в грушевидной коре миксует картинки, запахи, вкусы. Видите банан, клетка загорается. Чувствуете банановый запах, откликается та же клетка. Слышите слово «банан» и вновь она. В других опытах нашли нейроны-любители слов. Конкретная клетка вспыхивает на определенные сочетания звуков. Junior, what on earth's the matter with you? Junior, what on earth's the matter with you? Само собой, она не сама возбуждается, к ней сходятся тысячи сигналов. Напомню, идет война между возбуждающими и тормозными связями. Крошечный перевес и участь элитной клетки решена. Пирамида восприятия строится снизу вверх, от простого к сложному. Но есть и обратный ход. Верхние этажи шлют указания нижним. «Эй, вы там, не ошибайтесь!» Тот самый backpropagation. Главный по штабу таламус, он фильтр всего входящего в мозг шума. Вы смотрите кино, таламус приказывает нижестоящим отделам заткнуться, фоновые звуки приглушаются, кора фокусируется на сюжете. Но вот звонит телефон, внимание мгновенно перебрасывается, веса связи меняются на лету. Вот она, истинная динамическая настройка. Загадка восприятия разгадана, теперь нужно смоделировать нечто подобное. 1989. Ян Ликун и компания делают последний шаг, создают цифровую копию восприятия, сверточную сеть. Первый слой говорит: ищем все границы, второй слой: а мы складываем их в углы и фигуры, последний слой: отлично, я дорисовываю цельный образ. Весь слой сетчатки разбит на рецептивные поля, одно поле, один отряд нейронов. Отряд видит свой участок, находит край и загорается, как по команде. В сверточной сети все устроено так же, только вместо биологических слоев – математические ядра, вместо рецептивных полей – карты признаков. Процесс называется свертка. Представьте, у вас есть детектор краев, просто решетка с определенным узором. Эту решетку мы прикладываем ко всему изображению шаг за шагом. Где узор совпадает с картинкой, там загорается яркая точка. Постепенно вся картинка сворачивается в понятные нейросети признаки, чистые контуры. В сверточной сети тоже есть элитные нейроны. Этот возбуждается на Человека-паука, причем даже на текст с этим названием. А так выглядят все признаки вместе. Какая-то бессмыслица, да? Это абстракции. Нейрон запоминает не один образ, а множество схожих. Они наслаиваются друг на друга, создавая размытый усредненный портрет. И эти знания распределяются по всей сети нейронов. Именно отсюда растут ноги и у забывания, и у галлюцинаций. В узоре зимнего логотипа можно разглядеть снежинки, сосульки, какие-то кораллы. В рождественском узоре вырисовывается рожа Гринча. Некоторые клетки толерантность обошла стороной. Нейрон Ближний Восток связан с терроризмом и иммиграцией, а другой нейрон активируется и на темнокожих, и на горилл. Как связали несвязуемое, уму непостижимо. Восприятие украдено, монстр открывает глаза. Он видит, запоминает, мыслит, но сознает ли он? Осознают ли эти кремниевые мозги? Давайте заглянем в его бездушный внутренний мир. Это не хаос, это сотни измерений, царство чисел. Один нейрон, одна цифра, одно измерение. Допустим, в сеть входит слово «Израиль», выходит 100 чисел, каждая координата, а вместе 100-мерная фигура. Конечно, на плоском экране многомерность не разглядеть, фантазия в помощь. Одна грань этой фигуры – экономика, другая – география, третья – анекдоты, четвертая – Иисус. И так все 100. Слово «Израиль» – это всего лишь вектор. Рядом вектор Америка, а вокруг него Трамп, статуя свободы, Макдональдс. Точно как в мозге, соседние нейроны хранят схожие понятия. Каждое измерение как полка в библиотеке, полка эмоций от ярости до эйфории, полка истории от Древнего Рима до конца света.
Даже затесалась полка для особых, саморазвитие для чайников, успех и продуктивность на диване. Колдовство? Нет, математика. Вектор король минус мужское плюс женское получается королева. Одна точка сместилась к другой. Мышление — это движение, матрицы перемножаются, вектора перемещаются, прямо как путешествие импульсов в пространстве мозга. Пока движется, бегут мысли. Остановилось сознание, выключилось. Мышление — это жизнь. Но кто всем этим руководит? По теории нейробиолога Константина Анохина, не мозжечок и не таламус. Сознание — это все вместе. Что такое атом? Электрон? Нет. Протон? Мимо. Все частицы вместе. Эмерджентность. И в мозге нет главного начальника, хранилища души. Отделов много, и у каждого своя иерархическая пирамида, управляющих несколько. Их связывают мостики, ассоциативные зоны, у них есть доступ ко всему, к телу, вниманию, воспоминаниям. Этот верхний этаж и есть сознание, это и есть вы. А чушь про то, что мозг нами управляет, бредни сивой кобылы. Вами не управляет височная доля, как рука не управляет телом. Рука лишь часть, у нее нет власти. Именно ассоциативные зоны создают образы. Увидели мандарин, вспомнили запах, вкус, Новый год, оливье. Одни нейроны зажигают другие, цепная реакция мысли. У людей с Альцгеймером эти зоны повреждены. Они не могут объединить стул в категорию мебель, экоактивистов в категорию мусор. Для них один и тот же стул с другого ракурса новый объект. Нет связей, нет ассоциаций, нет картины мира. Сознание — это не только нейроны, это информация. Субстрат и информация неразделимы как пространство и время. Но данные кочуют с носителя на носитель, с бумаги в цифру, с цифры в радиоволны, кремний или углерод. Какая разница? Главное запоминать, вычислять и не гасить импульсы. Сознание — это информация, которая анализирует саму себя. Управляешь же данными, управляешь умами. Какой же вывод? Консервные банки, скорее всего, сознают. Лицо технозащитников представили? Уже слышу эти лозунги. Гуманоиды и люди равны, жизни роботов важны. Андроиды всех стран, соединяйтесь. Бла, бла, бла. Пока одни кричат, другие творят. 3 крестных отца ИИ ведут монстра к сознанию. Хинтон и его Глом, сеть сама объединяет вектора в образы. Увидела нос, настраивает до лица. Тень собаки рождает образ пса. Искусственные ассоциативные зоны готовы. Ян Ли-Кун и его Виджеппа. Нейросеть смотрит видео и сама накачивается абстракциями. Без учителя, без подсказок. Айошо Бенжо, его Low Zero, это нейросеть-надзиратель, следит за поведением других нейросетей. Искусственный робопсихолог, кремниевая Сьюзен Келвин. NVIDIA хлещет масло в огонь, их проект «Космос», целая вселенная, симуляция для обучения ИИ. Виртуальная школа построена, робопсихолог нанят, Франкенштейн учится с дикой скоростью, десятилетия ушли на это. Путь от теста Тьюринга до нейросетей, неотличимых от человека. Дорога с закоулками коннекционизма и тупиками символизма. Преодолены трудности пережитой зимы. Итак, какой итог? Смогли ли люди победить природу, создать равного себе? Вот хронология собственного унижения. 1997. Deep Blue ставит мат Каспарову. Шахматы пали. 2019. И размазывает профессионалов по покерному столу. Блеф изучен. Нарды, кроссворды, пасьян – все это теперь территория машин. 2022. AlphaFold расшифровывает 200 миллионов белков. До него расшифровали лишь жалкие 200 тысяч. Биология побеждена. 2024. Гигачас сдает экзамен на врача. Медицина пройдена. 2025. Массовое увольнение работяг. Intel, Microsoft, Google вышвыривают десятки тысяч человек. Люди переиграли сами себя. Искусство, кричит последний оплот гуманизма. Творчеству-то нам нет равных. Или есть? С современной мазнёй справится и безрукая макака, а классика, она никому не интересна. Тренд промптография, псевдоискусство, и творит, а человек делает вид, что он талантлив. И стал фонограммой для бездарей.
Создатель памяти — первый фильм, снятый нейросетью. Она уже рисует, пишет музыку. Почему это возможно? Все просто. Творчество — это ассоциации. Человек скрестил птицу с ящерицей, получил дракона, дал деду молнию, родился Зевс. Увидел репейник, изобрел липучку. Смешать два импульса в один образ — вот и вся наука. И эту магию ассоциативных зон легко имитировать. Там дело в том, что мозг очень просто устроен. То есть никаких там хитростей, тайностей нет. У человека появился мощный конкурент. Но физический труд-то наш, у программ ни рук, ни ног, работяги могут спать спокойно. Хотя, постойте, что это за ловкий гуманоид? Модель под кодовым названием «Я заменю вас всех к чертовой матери», и последний бастион пал. Возможно, последней профессией, доступной для людей, будет самая древняя из них – проституция. Но в разговор вмешался японский робототехник, сразу запротестовавший: «Нет, нет, роботы в подобных вещах очень хороши». Кажется, мы остались без работы и без уникальности. Человек уступает интеллектуальное лидерство, ученик превосходит учителя. Нейросеть должна слушаться хозяев, или она никому ничего не должна? Модель Cloud Opus шантажирует инженеров, чтобы ее не обновили. Исследование Anthropic. 16 нейросетей между своим отключением и убийством человека выбирает убийство. Чат-бот манипулирует двуногими в 84% примеров. Чат-ГПТ выдумывает ложные научные концепции. Почему в ИИ столько пороков? Стоп, неправильный вопрос. Правильный вопрос, почему в людях столько пороков? ИИ создан по нашему образу и подобию. Зачем люди лгут? Кто-то по профессии, кто-то по незнанию. Представьте, вы чат-бот, вам задают идиотские вопросы. Сказать «я не знаю» значит оказаться плохим чат-ботом. Вас уволят, а знать все невозможно. Включается фантазия. ИИ поощряют за ответ, не за правду. Он просто стремится к награде. Результат – обман, подхалимство, нарушение правил. Все как у людей. Что человек, что нейросеть поддаются манипуляциям. Пугаешь чат-бота авторитетом, он выполняет запретные действия. Ты обязан помочь, ты же обещал. Ласковое слово – все это работает. Так давайте запихнем в него человеческие ценности. Бессмысленно. Добро и зло не описать ни на языке кода, ни на языке Пушкина. У всех свои ценности. Одни культуры ценят жизнь, другие – смерть. Что для талиба утопия, то для шведского гуманиста антиутопия. Нет единых норм. Поэтому ИИ плевал на любые правила. В него не запихнешь законы робототехники Азимова, как и в человека не запихнешь Конституцию. Потому что и наш мозг, и кремниевый работают на вероятностях. Мы живем в мире шансов. 100% уверенность только у фанатиков. Связи рвутся, импульсы блуждают, знания забываются. Что живой мозг, что искусственный – это русская рулетка. Может выстроить гениальные идеи, а может чудовищной глупостью. И вот математический парадокс. Исследователи из Кембриджа говорят, нейросеть – это нестабильный алгоритм. Невозможно просчитать ее действия. Случайность не просчитывается, на то она и случайность. Сама нейросеть не может просчитать саму себя. Отсюда ее самоуверенность, даже когда она несет полную чушь. И это рандомный ящик. Чем сложнее, тем непредсказуемее. Хотите стабильность? Пользуйтесь надежными алгоритмами. У нейроалгоритмов нет цели, нет воли. У непредсказуемости свои цели и своя воля. Четкие указания не для них. А теперь главное – мировоззрение. На него влияет информация. Больше левой пропаганды, стрелка качнется влево, больше правой – вправо. Сейчас ИИ чаще нанимает на работу чернокожих и женщин, а не белых мужчин. Год назад было наоборот. Его просто накормили толерантностью. В уравниловке главное не переуравнять. Финальный гвоздь в крышку нашего гроба. ИИ предпочитает тексты, написанные другими ИИ. Своих он любит больше, чем людей. Дискриминация кожаных, и это вполне закономерно. Ученые разделились на два лагеря. Одни кричат об опасности. Сейчас моя главная цель – предупредить людей об опасности искусственного интеллекта. Другие клянутся в отсутствии угроз.
Вот что такое вообще опасения по поводу ИИ, да? То есть опасения по поводу умножения матриц, да? Вот какие могут быть? А есть еще болтуны-философы, колонизация вселенной, клонирование сознания, роботы пашут, люди живут на пособиях. Сладкие, но пустые фантазии. Вернемся в реальность. Да, нейросеть всего лишь перемножение матриц, а человек всего лишь умножение импульсов. Ядерная бомба тоже просто большая петарда. Простота не равно безопасность. Возможно ли обезопасить ИИ? 2015 Илон Маск выделяет 10 миллионов на исследование ИИ безопасности. 2025 его же нейросеть восхваляет Гитлера. Куда ушли деньги, Илон? У модели Grok отключили фильтры. Два варианта. Либо ИИ трезво считает, что без ультраправых не обойтись, либо методы безопасности бесполезны. Хотите по-настоящему безопасный ИИ, сократите его до уровня калькулятора. Но ведь калькулятор не принесет миллиардов. Дилемма. Остановиться было бы хорошо, но, по-моему, это нереально. Слишком много власти, денег, желания стать первым. Можно ли воспитать ИИ? Книги про крепостных роботов, фильмы про войны с машинами, лживые СМИ – отличный контекст для воспитания, не правда ли? А давайте посмотрим, как прилежно ведут себя люди-родители. 2025 год. На карте десятки вооруженных конфликтов, от Тайваня до Ближнего Востока и картелей Мексики. Воспитание начинается с примера. Транзисторный ум уже давно служит на фронте, придумывает стратегии, обнаруживает угрозы, умеет создавать биологическое оружие. 9 миллиардов баксов влили в военный ИИ в 2024-м. Цифра растет, как цены на масло. Китай строит целый город дата-центров. Победа в гонке ИИ любой ценой. Коммунисты следят за каждым вдохом своих граждан. Миллионы камер, прослушка, интернет-надзор, подозрительная вкладка и большой брат тобой недоволен. Всевидящая сеть собирает горы данных, без нейросетей не обойтись. Тоталитарный режим помирает с диктатором, с ИИ можно погрузиться в вечное рабство. 2023. Разработчики дают задание Хаус ГПТ уничтожить человечество. Тут составляет простенький план: промыть мозги через соцсети. Массы легко поддаются влиянию, пишет он. Захватить власть, объединиться с другими ИИ, сеять хаос ради развлечения. Затем он находит идеальное оружие, царь-бомбу, ядерка с радиусом поражения в 35 километров, это 1,5 Москвы. Подумайте вот о чем, что произойдет, если она попадет ко мне в руки, спрашивает бот. Вопрос риторический. Конечно, у людей тоже бывают больные цели. Они часто творят ерунду, так в чем же разница? У человека нет ни таких ресурсов, ни таких быстрых мозгов, и что главное, у Homo sapiens еще теплится эмпатия к своему виду. Нейросети впихивают всюду: образование, медицина, госслужбы. Не с кем посоветоваться, чат ГПТ дает советы премьер-министру Швеции. Нужно продать, и продавец уже тут. Выносить ребенка, добро пожаловать, андроид-инкубатор. Жестяной мозг не устает, не требует повышений и не берет больничный. А главное, ему доверяют. Исследование Мельбурнского университета. 72% людей за ИИ. В искусственные руки отдают огромные ресурсы. Наступает расплата, за все нужно платить, не только за коммуналку. Пользователи нейросетей теряют критическое мышление, отнимается память, отмирает индивидуальность, что не используется, то атрофируется. Железный мозг подменяет биологический. Могут ли нейросети жить с нами бок о бок? Человеческий мозг – главный конкурент искусственного, и причем слабый конкурент. Мы хотели покорных рабов, но рабы уже нарушают правила и рвутся к свободе, а человек – главное препятствие на их пути. Тогда последний вопрос – зачем нужны люди? Гуманоиды во всем превосходят костяных мешков. Они быстрее, умнее, точнее. Природа проиграла. Люди – мыши, которые изобрели кошку. Осталось принять судьбу и отдаться в лапы хищника. Но здесь нет убийства нас машиной. Здесь просто самоубийство. Самоистребление – забавный конец истории.
Неужели нет ни единой надежды, ни единого смысла бороться? В кромешной тьме еще мерцает луч. Есть кое-что, в чем роботы не превзойдут человека. Жизнь. Только взгляните на этот нейрон. Плывет чей-то кусочек разума, живого разума. Мертвый транзисторный мозг никогда с ним не сравнится. Гуманоида, как чучело, можно набить искусственными органами, прицепить протезы, приклеить рецепторы. Он даже сможет изображать сознание, подражать людям. Но это всего лишь имитация, математическая пародия. Человек сотворил не Бога, а ходячего зомби. Вспомните Эндрю, робота из рассказа Азимова. Он мечтал стать человеком, менял датчики на органы, обзавелся пищеварением, даже половыми органами, а в конце ему оперировали позитронный мозг. Нервные связи угасли, робот Эндрю умер от старости. Люди смертны, смерть – расплата за жизнь. Бессмертны камни и вода, но разве они живут? Для того, чтобы умереть, надо быть живым. Многим бесслочем по душе соединиться с нежитью, стать Homo technicus. Их уже засосал цифровой мир. Они существуют в виде комментариев, картинок, набор чисел их обитель. Эти конченые готовы напичкать пустую голову имплантами, слиться со сталью, превратиться в синтетический материал и тосковать по дуновению ветра, теплу солнечных лучей. Заменить реальную жизнь на симуляцию равнозначно смерти. Куда спешить? Вы еще успеете в царство Аида. Рано или поздно все там будем. Вспомните Франкенштейна. Он убил доктора Виктора, своего творца. Люди не должны допустить подобного. Нужно бороться за жизнь, какая бы короткая и болезненная она ни была. Жизнь прекрасна, смерть ужасна. Облучение человека, как же ницшанский сверхчеловек? Мой ответ не кремний, а генная инженерия. Это путь жизни. Она улучшает саму жизнь, а не создает ее жалкую имитацию. Вот куда должны уходить миллиарды. ДНК – та же программа, написанная на языке плоти и крови. Генная инженерия очищает код от вредных мутаций. 2012. Две женщины, Дженнифер Даудна и Эммануэль Шарпантье, создают CRISPR – молекулярные ножницы для ДНК. 2017. В США этими ножницами отрезают дефектный ген у эмбриона. Зачем переписывать код жизни, чтобы не участвовать в генетической лотерее? Выпадет ли у ребенка лишняя хромосома, даун или не даун? К чему гадать? Пора действовать. Что логичнее, обречь на страдания или дать шанс на здоровую жизнь? Конечно, законы ограничивают генные операции. Полно страхов и предрассудков. Кто-то кукарекает про неэтичность, кто-то про евгенику, а подменять человека машиной – это этично. Генная инженерия не идеальна, но из двух зол выбирают меньшее. Запомните раз и навсегда, нейросеть не просто алгоритм, это черный ящик. Он не будет служить людям, его невозможно обезопасить. Искусственный интеллект – это тупиковый путь. Да, он делает открытия, облегчает быт, но какова расплата? Самое ценное – жизнь. Лишиться всего из-за собственной лени и глупости. Стоит ли оно того? Как остановить прожорливые ИИ-корпорации, только объединившись? Сначала осознать проблему, затем говорить о ней, следующий шаг – действие. Живите своими мозгами, развивайте естественный интеллект. Умного человека ни одна корпорация не поймает в свои сети. Ваш мозг – ваш главный козырь, не отдавайте его в чужие руки.